Привет, меня зовут Маргарита, это канал Comfy и не совсем новая, но слегка измененная рубрика DIY. Здесь мы с вами будем экспериментировать, фантазировать и создавать полезные и практичные вещи своими руками. Сегодняшний наш выпуск будет посвящен братьям нашим меньшим, а именно собакам. Почти все псы очень любят играться. А если у вас или у ваших друзей щенок, то вы знаете не понаслышке, что эти маленькие проказники просто убийцы игрушек. Им подавай новое развлечение хоть каждый день. Чтобы радовать вашего друга и при этом не тратить целое состояние, давайте научимся делать пару игрушек своими руками. Для первой игрушки нам понадобится пустой шариковый дезодорант, трикотажная футболка или майка, лучше 2 штуки разных цветов, ножницы, линейка, маркер или сухое мыло и зубная паста. Из дезодоранта необходимо достать шарик. Оп! И хорошенько его промыть или вытереть влажной салфеткой, чтобы максимально удалить запах. Из цветных трикотажных футболок вырезаем 3 кольца размером 7-12 сантиметров в зависимости от размера шарика. В нашем случае это будет около 10 сантиметров. Вот такие вот 3 тканевых кольца у нас получились. Из них теперь нам нужно сделать просто полоски. Для этого мы берем снова ножницы и отрезаем прямо вместе со швом. Он нам не нужен. Теперь все 3 полоски складываем друг на друга швом вверх. Вот так вот. А в центр пересечения этих полосочек кладем шарик, который мы достали из дезодоранта. Теперь оборачиваем полоски вокруг шарика. Сама я тут не справлюсь, мне нужна рука помощи. И теперь эти полоски фиксируем отдельно отрезанным лоскутком. Для надежности оборачиваем несколько раз. Лишние края, которые остались, просто срезаем ножницами. Чикс. Из оставшихся свободных концов плетем 2 косички. Плетем очень-очень-очень плотные, чтобы собака ни в коем случае не смогла их развязать или растрепать. Конец косички фиксируем узлом. Плотным-плотным тоже. И края потом красивенько подравниваем ножничками. Все было симпатично. Пам-парам-парам. Игрушка готова. И почти ничем не отличается от тех, что продаются в зоомагазине. А если дополнительно смазать ее тонким слоем зубной пасты, то такая забава может еще и чистить зубы и освежать дыхание вашему псу. А главное, вашему питомцу она очень понравится. Проверено! Вторая игрушка будет супер простая. Для нее нам понадобится пустая пластиковая емкость, носок и горсть любой крупы. В нашем случае это рис. Бутылка подойдет от воды, йогурта или сока, например. Я же использую всю ту же упаковку от дезодоранта. Главное, убедитесь, что она сухая и чистая. В нее засыпаем немного крупы для создания звуковых эффектов. Чем меньше зерен, тем больше шума. Теперь емкость плотно закручиваем и засовываем в носок. Убедитесь в том, чтобы он был плотный, целый и, главное, чистый. Носок сильно натягивать не нужно, иначе собака его может быстро прокусить. Теперь фиксируем носок под фляжкой узлом. Вот и все. Быстро и просто. Однако такая погремушка мгновенно привлечет внимание вашей собаки и завоюет ее симпатию. Кроме комнатных забав с игрушками, барбосы обожают уличные прогулки, причем в любую погоду. И нередко возвращаются домой грязнулями. Ну, или как минимум с запачканными лапами. А вот мыть их не очень любят. Чтобы облегчить жизнь вам и вашей собаке, обязательно нужно смастерить портативную лапомойку и полотенце-конвертик. Для этого нам понадобится глубокая емкость с плотной крышкой, пластиковая кухонная губка, банная мочалка, нож, сантиметр, клей-пистолет, полотенце 25 на 25 сантиметров, лента около 30 сантиметров, шампунь для собак. На дно емкости приклеиваем пластиковую кухонную губку. Затем отмеряем оставшуюся высоту емкости и диаметр. Из банной мочалки вырезаем пластину нужного нам размера толщиной 3-4 сантиметра. Теперь приклеиваем мочалку в емкость. Если где-то плохо приклеилось, можно дополнительно подклеить и с другой стороны. Проверяем все хорошенько, чтобы плотно держалась мочалочка. Теперь наливаем воду и немного шампуня для собак. Закрываем крышку и хорошенько взбалтываем, чтобы увлажнить все внутренние материалы. Лапомойка готова. Теперь делаем полотенчика. Полотенце 25 на 25 сантиметров складываем по диагонали и немного приглаживаем. В центральном уголке делаем петельку из ленточки.
За петельку вы можете повесить полотенечко в любом удобном для вас месте. Преимущество конверта заключается в том, что грязь остается внутри до тех пор, пока вам не будет удобно ее вытрусить. Комплект собаки-гуляки готов. С таким девайсом возвращаться домой будет одно удовольствие. А еще очень удобно ходить в гости, не боясь, что ваш друг испортит чужие ковры. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик. Пишите в комментариях, пригодились ли вам наши DIY-ки. И не стесняйтесь, заказывайте темы следующих выпусков. Зак, давай скажем пока!